Двойка земли. Ты чудной, но мне подходишь. Очень мягкий пластилин. Про любовь опять заводишь? Будет все, как мы хотим. Изображение карты. Девушка выбрала себе пару. Она видит в тщедушном, немного старомодном партнере или удобного мужа, или практическую выгоду. Если завязать с таким человеком отношения, они будут прочны и надежны. Он вряд ли станет устанавливать свои порядки в доме или искать приключений на стороне. Скорее всего, мужчина подобного типа целиком будет в семье, по мере сил и возможностей внося свой вклад в ее благосостояние. Девушка прощупывает партнера. Готов ли он пойти на связь с нею? Но делает это деликатно, чтобы не спугнуть мужчину. Сравните эту карту с тройкой огня, где, казалось бы, изображена похожая ситуация, но наполненная порывом и страстью. А молодой человек скорее удивлен, чем же он мог вызвать интерес такой необыкновенной умницы и красавицы, ведь он совсем не избалован женским вниманием. Девушка действует наверняка. Она знает, как получить то, что она хочет. Другими словами, играет в хорошо известную ей игру. Не прошли даром опыты воды и огня. Значение карты. Самое начало отношений. Идет приглядывание, прикидка, проверка, насколько партнер готов вступить в связь. Смотрите, прежде чем проявить явную активность, девушка и пококетничала, и шляпку его надела себе на головку. Или это сделал ее партнер, одурев от необычности ситуации и собственной смелости. Это похоже на мягкую подготовку выбранного кандидата к более серьезным отношениям. Обратите внимание на то, что в сюжете карты действия совершаются не под влиянием чувств, а из расчета. Если отношения сложились давно, то по двойке земли можно говорить о прощупывании партнера в целях получения какой-то выгоды. Состояние. Аккуратный интерес. Легкая игривость. Со стороны мужчины заниженная самооценка, которая, тем не менее, в присутствии партнерши начинает стремительно расти. Характеристика отношений. Игра или легкое кокетство в своих целях с долгосрочными намерениями. Явная заинтересованность друг в друге и далеко не последний фактор – материальная выгода. Физическое состояние. Намек на начало сексуальных отношений. Чувства. Прикидки, чем эти отношения могут быть полезны. Заигрывание со своими целями. Меркантильный интерес. Предупреждение карты. Не слишком ли ты осторожничаешь? Не стоит ориентироваться на мнение партнера о себе. У него может быть занижена самооценка. Совет карты. Действуй, но деликатно. Потихоньку проявляй инициативу. Твоя задача – сделать из партнера человека, пока он об этом не догадался. Астрологическое соответствие. Юпитер в Козероге. Первый декан Козерога. Обстоятельность. Соблюдение общепринятых норм и границ.